Привет, друзья! Как вы уже догадались по Малиновой Ладе, мы находимся в центре самого престижного курорта Турции, городе Бодрум. И в этом видео мы покажем вам все основные пляжи данного курорта. Берите ноги в руки и погнали! Сначала давайте бегло пробежимся по карте. Здесь я вам покажу, о каких именно пляжах города я вам буду рассказывать дальше. Начнем мы с самого престижного района города Бодрум, район Кумбахче. Затем по центральному пляжу мы дойдем до крепости Святого Петра, рядом с которой располагается знаменитая ночная дискотека «Катамаран». Затем мы покупаемся и пообедаем в одном из пляжных кафе. После чего прогуляемся по марине и покажем вам яхты, которые стоят в данном порте. Как вы сами знаете, все познается в сравнении, поэтому после обзора Бодрума мы прогуляемся по пляжу Гюмбет, чтобы вы сами могли определиться, какой из пляжей Бодрума подходит именно вам. Но не будем гадать на картах. Итак, мы в Кумбахче. Это очень спокойный и тихий район Бодрума, в котором располагается элитная недвижимость. Именно здесь заселяются те, кто приехал в Бодрум, чтобы пересесть на свою яхту и отправиться дальше. И именно сюда причаливают большие круизные лайнеры с туристами со всего мира, которые приплывают сюда, чтобы прогуляться по этому красивейшему городу. Здесь везде вдоль пляжа стоят дома на колесах. Их просто много, штук, наверное, 50 стоит. Но приезжают на этих фургонах не те, кому нужен пляж с белым песком и теплой водой, а те, кто может позволить себе кемпинг с прекрасным видом на бухту Бодрума. А вид тут действительно впечатляет. Вот так бухта выглядит вечером. Вот даже на чем люди приезжают, смотри. Очень романтично. Это просто стиль такой. Редко. В общем, скажу так, если вам нужен дикий пляж в центре Бодрума, приходите к фургонам, которые припаркованы в Кумбахче, и вы не ошибетесь. Вот чуть дальше начинаются пляжи с лежаками. Там уже вход в воду получше, здесь везде камни лежат, а там, скорее всего, вычищено все. Вот мы уже дошли до пляжа. Здесь камни есть, но помельче уже. И вода как будто бы такая чистенькая. Данный пляж люди хвалят за то, что здесь более уединенно, меньше лежаков и шире береговая линия, чем на основном городском пляже. Да, галька тут очень-очень мелкая. И глубина нормальная сразу же. Может даже вода потеплее, потому что людей купается очень много. Вот, буквально тут он идет метров 400 этот пляж, и там уже он заканчивается. Чтобы взять шезлонг на этом пляже, нужно, как и везде, просто сделать небольшой заказ. В этом месте пляж Кумбахче заканчивается, и после причала идет уже центральный пляж. С этого причала туристов отвозят на пенную вечеринку на пиратских кораблях. Ну вот, начинается центральный пляж Бодрума. Он идет вот от Кумбахче до вот той крепости, которая спереди. Вдоль всего центрального пляжа располагается огромное количество различных кафешек. У каких-то будут лежаки свои, у каких-то, наверное, нету. Здесь вот, например, только столики стоят. Мы шли вдоль набережной, вот там. А тут набережная немножко отсоединилась, отгородилась домами от пляжа. И вот, если здесь идти, есть много магазинов и есть такие красивые проходы в сторону пляжа, где можно пофотографироваться. Мы сейчас в один из них зайдем, покажем. Здесь сразу же и кафешка находится, красивая, с видом на море. И здесь стоит катамаран, на котором дискотеки ночные проводят. В общем, мы так засмотрелись по сторонам, пока шли вдоль набережной, что не заметили, как дошли до конца бухты, прямо к крепости Святого Петра. И теперь нам нужно возвращаться назад, так как пляжа тут уже давно нет. Сейчас мы находимся возле ночного клуба «Катамаран». От него мы двигаемся обратно в сторону пляжа Кумбахче и, дойдя до середины пути, сворачиваем в переулок. По этому переулку мы выходим к морю, где расположен пляж. Вот мы нашли один проход на пляж между магазинов. Ну тут через каждый магазин можно выйти. Сейчас посмотрим, где есть лежаки. Как обычно бывает в центре города, этот пляж переполнен, зато рядом расположены достопримечательности и разнообразные заведения общепита. Если поглядеть вдаль, то у подножия гор виден пляж Кумбахче, который мы показывали вам ранее. Иногда нужно здорово побегать, чтобы найти свободный платный шезлонг. Мы нашли вот такое место. Называется Сахил ресторан. Тут есть шезлонги. Полотенце мы с собой взяли. Тут можно поплавать. Глубина хорошая. Сейчас что-нибудь закажем, перекусим и плавать. Вот цены примерные. Мы возьмем креветки гриль 280. Потом возьмем миллер за 90. И мохито 190. Пока нам готовят, сказали 10 минут.
Мы сходили, искупались. Вода изумительная такая, прозрачная, тепленькая. В Гюмбете вода чуть прохладнее как будто бы. Но мало кто купается все равно. Глубина хорошая сразу. И дно хорошее, ни камней, ничего нет. Вот такая вот галька мелкая, но она приятная, когда ходишь. Пока искупнулись, нам уже сразу почти что принесли мохито и бутылочка пива. Через 5 минут нам принесли еще пиццу Маргариту. Я уже попробовал, очень вкусная, горячая воздушная пицца, классная просто. Дорогие друзья, как вы снова догадались по яхтам, мы находимся в Милта-Марине, одной из самых крупнейших яхтенных пристаней Турции, поклонниками которой являются Роман Абрамович, Билл Гейтс, Мик Джаггер и семейство Ротшильдов. Ну, вот такая вот набережная идет. Тут рядышком дорога и вдоль нее все магазины. В этой части Бодрума пляжа уже нет, тут только яхты стоят. Получается, во всем городе есть всего лишь 2 пляжа. Пляж Кумбахче и центральный пляж. Возникает резонный вопрос, где же тогда купаются в Бодруме туристы, которые приезжают потюленить в отеле «Кормушки»? И ответ есть. Самый ближайший пляж к Бодруму – это пляж Гюмбет, который находится в 10 минутах езды западнее Бодрума, сразу за мельницами. Мы кратко пробежимся по всему пляжу Гюмбет и попробуем сравнить его с пляжем Бодрума. Итак, друзья, мы уже с вами находимся на пляже Гюмбет, и посмотрите, как он отличается от тех пляжей Бодрума, которые мы видели раньше. Перед вашими глазами совершенно иной пляж. Тут не 2 куска по 500 метров с мелкой галькой. Тут километры шикарного широкого песчаного пляжа. Здесь уже нет шезлонгов при кафе, которые предоставляют при заказе питания и напитков. Здесь в основном пляжи отелей, в которых проживают пакетники, по системе все включено. Но и кафе тут есть, как же без них, только они в основном уже при отелях. Итак, мы сейчас идем в сторону отеля со стороны мельниц, где мы любовались закатом. Наш отель находится примерно в центре пляжа Гюмбет, но об этом отеле мы расскажем вам в следующем видео. И пока мы идем, постараемся показать вам, как выглядит набережная Гюмбета в вечернее время. А полюбоваться тут действительно есть чем. Вся набережная просто тонет в вечерней иллюминации и арт-объектах. При этом чувствуется близость природы, так как идти приходится прямо по песку. Скрипит песочек. И, как вы, наверное, заметили, по малому количеству туристов, сезон в Гюмбете подходит к концу, ведь на носу уже октябрь. Ну, конечно же, скорее всего, все туристы сейчас в отелях, ждут начала ужина, но некоторые из них до сих пор еще на пляже и ждут его окончания. Мы подходим к нашему отелю Royal Asarlik, который располагается в центре Гюмбета. И этот отель мы покажем вам уже в следующем видео. А завтра днем мы пойдем дальше вдоль пляжа, и вы увидите, как выглядят пляжи отелей, в которых не только лишь все могут позволить себе отдохнуть. Ну вот и наступил следующий день, и мы идем дальше. В районе нашего отеля самая узкая ширина пляжа, так как тут мыс, а широкие пляжи будут немного впереди, а там отели уже совсем другого уровня, если сравнивать их с нашей пятеркой. Сейчас мы пойдем сходим в сторону вот той мельницы. Уже береговая линия. Да, тут вообще капец какой-то. А тут как будто насыпали побольше песочка. Пляж пошире стал. Тут располагаются парочка пляжей у отеля «Четверок», который находится рядом. А дальше уже начинается пляж у дорогого отеля, который называется Asteria Bodrum Resort. Мы его тоже вам покажем, если нас, конечно, туда пропустят. Мы подходим к пляжу отеля Asteria. Охранник сказал, что тут частный пляж, но пройти можно. Наш пляж вот там находится. Пляжу дальше не пройти. Осталось только наверх. Мы подошли к пляжу следующего отеля, который называется Летчик. Отдыхающих тут совсем немного, но территория и пляж впечатляют. Охранник сказал, что тут в город можно выйти только вот если пройти по пляжу и вот там вот подняться дальше. В общем, друзья, в Гюмбете выбор пляжей огромный, на любой вкус. Тут есть и песчаные, и галечные, узкие и широкие пляжи. В центре Бодрума выбор, конечно, ограничен по сравнению с Гюмбетом. Скажу вам больше, в Гюмбете вечером есть куда сходить. Об этом мы расскажем вам в следующем видео. А пока я скажу вам одно. Хватит сидеть и смотреть видюшки. Берите ноги в руки и вперед в Бодрум!